Мы всегда хотели снимать клипы в разных странах. Особенно, когда появляется такая возможность, надо использовать. Когда Ян предложил Мексику, мы даже не стали раздумывать, согласились. Мексика — это особый стиль. Нам давно хотелось отойти от привычного звучания и показать себя с другой стороны. Для нас Мексика стала отражением альбома и началом новой истории. Wisdom, благо мне подарили на праздник с огромным бантом. Лайф в памяти Лондон. Сейчас хорошо, Андрей. Не подходи, тупой ублюдок. Тут хватает разных муток. Тупая рифма 10 суток. Уверенности море, преданности делу оушен. Открыть глаза зажмурить, теперь ты видишь больше. Не потеряли вектор, не потеряли хватку. Каждый брат ушарит не из робкого десятка. Аргумент на плакатах, дома у твоей подруги. Вечер в аккурате, мы танцуем бури-бури. Но ты на фрилансе, нету цели, только дао. Господин Ганапи разливает до хумпао. Олдскульная музыка — это то, на чем мы выросли. Она формировала нас с самого детства. Когда слышу то звучание, сразу вспоминаю, как перематывал кассеты карандашом, как стоял у прилавка с пластинками и кассетами, выбирал своих исполнителей. Из этого всего и складывался мой вкус. А потом я услышал Нейт Догга. Он звучал как будто отдельно от всех. Спокойно, уверенно, как-то по-своему. И я понял, к чему хочу стремиться, какую музыку хочу делать. Неспроста его называли королем джей-фанка, золотым голосом Калифорнии. Мы вдохновлялись классическим олдскульным звучанием, хотя в альбоме присутствует и современный подход. Но основой все же стал бум-бэп. Бигги, Шон Прайс, местами Supreme NTM. Это те самые мастодонты, которые когда-то влюбили нас в хип-хоп. Вот тот же Бруклин — это прямая отсылка к Бигги. Наша дань уважения, наш способ сказать спасибо за вдохновение. Бруклин стал отправной точкой. Это был наш первый эксперимент с классическим бум-бэп-битом. Я нашел сэмпл, начал его как-то обрабатывать, наложил простой олдскульный луп. Мы быстро написали текст и поняли этот звук наш. Практически сразу после Бруклина захотелось сделать что-то в таком же ключе. И так появился бит и текст для 8-й мили. Этот бит можно услышать в титрах клипа «Бруклин». Вы не верили, пока мы вам не дали помощь. Запомни, они еще исполнят коми. 6-я, 7-я, 8-я миля, путь самурая будет. Но есть
С Яном мы познакомились в 2018 году. Нашей первой совместной работой стал клип на трек «Брат передал». Люди говорят, брат передал, брат передал, брат передал. Это меня брат передал, брат передал. Это меня брат передал, брат передал. С самого начала между нами возник моментальный коннект. Ян — человек открытый и искренний, с удивительным чувством стиля. Мы сразу поняли, что он близок нам по духу и разделяет наше видение. Работа с Яном — это всегда интересный опыт. Он очень хорошо чувствует время, настроение съемочной группы. Под его руководством все максимально вовлечены в процесс, и каждый болеет за результат. По нашим совместным работам с Яном можно отследить наш путь от первых смелых экспериментов до более зрелых и выверенных проектов. Каждый новый шаг для нас — это поиск формы, языка и способа рассказать историю так, чтобы она цепляла и оставалась в памяти. Для меня все начинается с музыки Азамата Исаслана. Она настолько сильная, что сразу сама по себе задает ощущение того, каким все должно быть дальше. Я помню момент еще во время работы над Хатори, когда Сос показал трек Wisdom. Трек настолько сильно понравился, что потом очень долго не выходил из головы. И только спустя несколько лет я его услышал снова, уже вместе с остальными треками из альбома. И, честно говоря, это все очень сильно меня впечатлило. Это очень близкая мне стилистика, и я сильно люблю такое олдскульное звучание. И я хорошо помню, как мне сразу захотелось приступить к этому проекту. Одной из самых значимых и любимых наших работ, без сомнения, стал тизер на альбом «Хатори». Ян и его команда вложили в него очень много усилий. Помню, как в тритменте я впервые увидел графику для клипа. Это было очень круто. То есть раньше в наших проектах еще не было такого масштаба. Особенно волновал момент с парящим драконом. Мне казалось, что Ян взял на себя слишком сложную задачу. Но когда он прислал нам эпизод на этапе прорисовки, все сомнения исчезли. Я понял, что результат, может, превзойдет даже ожидания. И итог нас сильно удивил. Это было что-то свежее для нашего творчества. Когда Ян прислал тритмент, мы прочитали его, посмотрели референсы и сразу поняли, мы едем в Мексику. При создании сюжетной линии нам нужен был очень яркий, харизматичный и безумный антагонист. Так как основным референсом к этому видео был сериал «Во все тяжкие», мы предложили Реймонда Круза.
того самого Туко Соломанку. Когда я впервые увидел его на площадке, он, конечно, выглядел немного старше, нежели в сериале, но вот эта энергия, она никуда не делась. С ним было очень интересно общаться, он делился своими личными моментами, рассказывал о своей страсти. Он любит реставрировать ретро-автомобили. У него более 30 машин, показывал фотки своих работ. В общем, было очень приятно с ним познакомиться и поработать. Изначально я даже не знал, кто такой Реймонд Круз. Впервые я его увидел в Тритменте. И тогда до конца не понимал, что у нас будет возможность поработать с легендарным актером, знакомым миллионам зрителей по роли Туко Соломанки. Его персонаж такой безумный и харизматичный наркобарон. Но вот в жизни Реймонд оказался очень приятным и открытым человеком. Мы много общались, и он с искренним интересом вообще относился ко всем абсолютно на съемочной площадке. Еще в день нашего знакомства у Азамата как раз был день рождения. Вечером мы всей командой сидели в ресторане, и Реймонд поднял бокал за Азамата. Получилось случайно, но вот очень душевно. So can we try one more time? Ready? Okay, 4 letters, or why most people keep... When I first heard about the project, they approached me about appearing in their video for their music. You know, I had no idea who this Miyagi or Inspiel was, and I looked at some of the videos that they had recorded, and I wanted to listen to their music. And I really liked it. You know, I didn't understand it. Like, I didn't understand what they were saying, because, you know, their language, but I really liked their music, and I liked how gritty and dark, the tone of it, and how they were presenting themselves. These guys were so badass, or like we say where I come from, they're badass. And that was why I agreed to take part in the shooting of this video, which was, when I read the script, was very Mad Max-like in its content, and you know, what they were like presenting, this idea of, you know, these gangsters, and then trying to like deal with this mysticism in the Mexican desert. I just thought it was beautiful, and I wanted to be a part of it. Так как я являюсь фанатом сериала «Во все тяжкие», когда мне сказали, что с Реймондом Крузом ведут переговоры, я не верил, что он согласится, но как оказалось, он познакомился с нашим творчеством, посмотрел наши клипы, и ему очень понравилось. Когда Реймонд вошел в кадр, началась настоящая магия. Наблюдать за игрой такого актера вживую — это непередаваемое ощущение. Он буквально по щелчку перевоплощался в злодея. Мы сидели рядом и просто смотрели, как человек живет в кадре. И в этот момент ты понимаешь, насколько сильно настоящий актер может держать внимание. Когда я вернулся во Владикавказ, первым делом сел смотреть «Во все тяжкие». И, конечно, только тогда до меня полностью дошло, с каким масштабным актером нам довелось работать. Working on set, it was really cold, and then it got really hot, and then it got cold again, because we were out in the desert, basically. There wasn't a lot of shade. I would basically take refuge in the back of a van, you know, try to find some shade to like shelter from the heat. Everybody was really great to work with. It was just a really nice feeling on set, you know, and it was easy. It wasn't very difficult. And collaborating with them, I didn't have a lot of interaction with them other than, you know, I chase after them in this car-to-car pursuit. But I was lucky because I was able to just talk with them in between shots. And these Russian rappers were the nicest guys.
and that made it really, really fun to work on. But I'll always remember this, and I really loved working with you guys. It was great. You guys are so sweet. You're the nicest people. Thank you. Thank you very much. Likewise. Okay, yeah, thank you. Thank you. Bye. See you guys. Bye-bye. Take care. Bye. Почему анабиоз? Это очень долгий и тяжелый период жизни для всех нас, который заставил остановить каждого все процессы, в которых он участвовал, которые его интересовали. Пандемия и все, что за ней последовало, просто выключили привычную жизнь. Никто не знал, что будет дальше, как дальше двигаться, что делать. И анабиоз — это и есть вот это состояние, в котором пребывал каждый, и мы в том числе. Чтобы как-то абстрагироваться от этого всего, приходилось работать и не думать об этом, чтобы не сойти с ума, скорее всего. Потому что этот период явно сводил с ума многих. Ты второй просто тык, и все. Он отпустит. Да. Что? Палец. Ни за что. Только если ты в неположенном месте Перейдешь дорогу. Валера, могу чикнуть тоже камеру, нет? В кадре. 3D чуть-чуть дадим. Хоржики. Анабиоз. 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 Был еще один интересный момент, который сильно запомнился во время работы над видео.
Азамат решил перебить старую татуировку на спине и выбрал образ Кецалькоатля, ацтекского бога мудрости. Об этом почти никто не знал. И вот прямо во время одного из сеансов, пока ему набивали эту татуировку, Ян присылает тритмент. А Азамат открывает его и на первой же странице видит этот образ. Оказалось, что вся история клипа будет крутиться вокруг сосуда Кецалькоатля. Азамат сразу набрал мне, рассказал про это совпадение. Потом спросил Яна, знал ли он про эту татуировку. Оказалось, он вообще был не в курсе. И после этого стало понятно, что мы обязаны снять этот клип. Такие совпадения просто так не случаются. Самое яркое воспоминание — это дорога из аэропорта. Вот пока мы ехали, я в голове прокручивал треки из альбома и смотрел на мексиканские локации за окном. Именно там у меня и произошел мгновенный матч. Будто альбом изначально писали под эти места, под этот ритм. Сомнений не было и раньше, но по дороге в отель я окончательно понял, Ян угадал наше настроение. Вот в Мексике наши треки и кадры просто срослись в одно. Можно как будто еще... Когда мы начали работу, практически сразу после первого прослушивания альбома в голове начали всплывать образы и сцены, которые хотелось как-то связать между собой. Мы довольно быстро выбрали Мексику как направление, и после этого нам вместе с Артемом, который выступил в роли креативного директора, сразу стало понятно, что если Мексика, то мы идем в сторону темы ацтеков. Погрузившись в историю и в мифологию, мы решили связать все сцены на основе одного древнего ацтекского мифа. То, что в итоге получилось, это своего рода переосмысление этого мифа в современном мире. Не буквальный пересказ, а скорее его ощущение, перенесенное в наше время.
В этом фильме много экшена. Не сравнить с нашими прошлыми работами. Особенно круто получились погони в пустыне. Смотришь и кажется, как будто это все по-настоящему. Пыль летит из-под колес, там машины несутся. По ощущениям, как будто мы участвовали в полноценном голливудском боевике. Снимали без особых проблем. Хотя приколы были. Приходилось за километр обходить кактусы. Я даже не знал, что в Мексике есть такие кактусы, которые стреляют колючками. У нас вся обувь была в этих колючках. Съемки в пустыне оказались не таким уж и простым занятием. За один день у нас сломалось 3 пикапа. Приходилось ждать, пока их починят, и снова снимать погоню. Был еще один неприятный момент. Машина с краном, на которой стояла камера, в один из дублей просто провалилась в песок. Мы вытаскивали ее тросами, и тогда мне показалось, что все, на этом съемка закончилась. Но все обошлось, и мы вытащили ее, завели и поехали дальше. Азамат, пройдемте в игровую машину. Я не вам. Вообще, в процессе создания концепции и уже самих съемок постоянно возникают какие-то случайности и мелкие идеи, которые мы потом решаем оставить. Это очень классно наполняет мир, в котором все происходит, и делает его живым. Например, мы придумали целую радиостанцию, которую назвали «La Serpiente Noticias». Ее трансляцию можно услышать несколько раз по ходу фильма. По телевизору показывают матч Алании и Ливерпуля, а на одной из машин написано «Vámonos Verduras» в качестве отсылки к сериалу Breaking Bad. Большое спасибо всем артистам, всем, кто принимал участие в создании этого альбома. Туманио, Масло, Крипокрип, Оникс, Скриптонит. Каждый из них внес значимый вклад в нашу музыку. Все куплеты безупречные, все настоящие мастера своего дела. Мы это ценим.
стены светил. Ну, таких много кадров. Типа не отсюда, а вообще. Сейчас будут твориться некие чудеса. Работа с графикой — это довольно необычный опыт. Когда мы снимали эпизод на адаптер, вместо левитирующих машин были просто горящие фары, висящие на проволоке. Приходилось включать воображение и додумывать, в каких именно условиях ты окажешься в кадре в конечном итоге. Графика — это очень важная часть нашего клипа. Мы понимали, что на этот кропотливый труд уйдет немало времени. Мы уже сталкивались с долгим ожиданием. Но в этот раз CG оказалось куда больше. Там от крыс до левитирующих машин. Мы впервые работали зеленым экраном. Это крайне необычный и интересный опыт. Особенно удивил момент, когда я впервые увидел готовый фон. Я представлял его себе иначе. Но получилось даже круче. Круче, чем мы задумывали. After watching the finished video, I was pleasantly surprised by how like fantastic it was. You can see that they really care about what they're putting on screen, and that they're really trying to engage the audience with their music. The thing that pleasantly surprised me was when I saw it was how beautiful it looked. It really does. It comes across, you know, not just like this mini movie that we shot or video, but it comes across, there's a lot of art involved, a lot of really beautiful ideas that you can see that they're trying to translate from their music and the sound, and with the way it's presented in the video, how it comes across on screen. It resonates. Well, from seeing their earlier stuff and then seeing this, I wasn't really surprised, but I was glad because I was like, wow, this turned out great. So it was nice to be a part of this project that they put together to showcase their music. So I hope they continue on their path of like art, of creating art with their music, because it's beautiful. And I just want to say thank you. God! Этот проект получился очень международным. На всех этапах производства были задействованы люди со всего мира. Мы с Антоном, который выступил в роли продюсера, начали подготовку еще в США.
Потом переместились в Мексику, куда к нам прилетели Марио из Парижа, Никита из Лондона, артисты их команды из России. Сами съемки прошли в Мексике, а дальше начался постпродакшн, в котором участвовали специалисты вообще практически с каждого континента. Мы первый раз делали проект такого масштаба, поэтому, если честно, самое сложное это было просто идти по незнакомому пути. Много решений приходилось принимать на ходу, учиться в процессе и иногда ошибаться. Но в итоге именно это сделало проект тем, чем он стал. Хочется выразить огромную благодарность всей команде. Вклад каждого был действительно невероятным. И, конечно, отдельная благодарность Азамату и Сослану, а также всей команде Хаджиме за доверие, поддержку и возможность стать частью этого проекта. Хорош! Огромная благодарность каждому. Каждому, кто помог сделать этот проект реальностью. Ян, Тёма, Наташа, Никита, Марио. Вот вы стали тем самым костяком, без которого съемки были бы просто невозможны. Я бы хотел поблагодарить художника-постановщика Эмилию. Было интересно наблюдать за ее работой. Она настоящий профессионал. И я думаю, нам очень повезло поработать с ней. Также хотелось бы поблагодарить мексиканский продакшн. Сначала было непросто, они говорили только по-испански. Мы не всегда понимали друг друга, но со временем нашли общий язык, и к концу съемок они уже были с нами на одной волне. И, конечно, особая благодарность нашей команде Хаджиме, которая поддерживала эту идею вообще с самого первого дня. Ценю и люблю каждого из вас. Творчество — это живой процесс. Это постоянный поиск новых эмоций, форм и способов самовыражения. Если в тебе рождается идея, невозможно заранее предсказать, в каком виде она обретет силу и форму. За 5 лет этот альбом менялся много раз, открывал новые смыслы и превращался во что-то большее, чем просто музыка. Этот путь показывает, что творчество способно вести туда, куда изначально даже не планировал. И именно в этом его магия. Порой твоя идея может показаться тебе же безумной, но надо быть настойчивым в своем безумии. Ведь мы никогда не можем знать, куда это нас приведет. Анабиоз — это огромный, выверенный до мелочей путь. Оглядываясь назад, понимаю, время, потраченное на создание этого альбома, оно было по-настоящему теплым и атмосферным. От первых демок до большого эпичного фильма. Каждый этап стал важной частью истории. So, thank you for accepting us here. Thank you for helping us here any way you wanted or any way you could. This is really important for us. This is really important for our artists and our clients' crew. So, from behalf of everyone else and from behalf of our great team, I would like to say thank you very much. Muchas gracias, señoras and señoritas. And I guess this is a wrap for today.
друзья мои. Хоже. Никит, давай. Let's go.